Это новый третий по счету Nissan Leaf. Когда в 2010-м вышло первое поколение, оно очень быстро стало одним из самых успешных массовых электромобилей. Я бы даже сказал, задало тренд. Но мир с тех пор сильно изменился. И рынок электрокаров теперь вообще другой. Сможет ли новый Leaf выдержать конкуренцию? Я AJ, вы смотрите Авточувство. Если вам по душе такие обзоры, подпишитесь, чтобы не пропустить новые. Посмотрим напередок. Честно говоря, мне кажется, здесь чуть упущена возможность. Все это очень похоже на Aria. А ведь новый Nissan Micra EV все-таки сохранил свою фирменную внешность. Тем не менее, объективно выглядит стильно. Подсвеченный логотип Nissan добавляет классный акцент спереди. Бампер аккуратный и обтекаемый. Аэродинамика – ключевой фактор для электромобилей. И новый Leaf действительно очень скользкий в потоке воздуха. Как вам этот дизайн? Напишите в комментах, что думаете. Leaf построен на платформе CMF EV, которую он делит с французскими родственниками Renault, а еще с чуть более компактной Aria. Здесь он немного компактнее. Длина около 4,35 метра, дискет 18 дюймов в базе и до этих опциональных 19-дюймовых. Мне очень нравится этот забавный рисунок спиц, реально круто выглядит. Но важно понимать, вместе с 19-ми идут покрышки 235 мм шириной. И это, конечно, слегка ударяет по запасу хода. Классно утопленные ручки дверей, а вот этот бирюзовый цвет с черной контрастной крышей просто притягивает взгляд. Силуэт фастбека тоже очень эффектный, особенно с ракурсов 3/4. Прямо напоминает старый 300ZX. Я знаю, о чем вы думаете. AJ, ну все, еще один купе-кроссовер электромобиль. И да, я согласен, их сейчас полно. Но здесь Leaf немного реабилитируется задней частью. На мой взгляд, это вообще лучший элемент дизайна. Крутой спойлер, ретро-полоса поперек задка. Прямо как отсылка к 80-м. Посмотрите на фонари, они будто голографические, такие объемные. И небольшой личный факт. Я жил в Токио 2 года, когда был ребенком. Японский знаю слабо, но цифры помню. Ичи ни сан си. 2 и 3. Nissan. Nissan. Ну, классно же, правда? Кстати, логотип и надпись Leaf теперь просто типографика. Чисто без лишнего блеска. Нижняя часть бампера тоже симпатичная. Разные оттенки серого и аккуратный диффузор внизу. Выглядит реально опрятно. Поговорим немного про батарею и мотор. Есть два варианта аккумулятора. 52 или 75 кВт-часов чистой емкости. В зависимости от версии вы получаете 177 или 217 лошадиных сил мощности. Быстрая зарядка у младшей батареи до 105 кВт, а у старшей всего 150 кВт. Не так уж впечатляет, если честно. Заявленный запас хода по WLTP для большой батареи чуть больше 600 км, но это только если ехать очень спокойно. Реалистично на трассе примерно 300-350 км. Эта платформа только передний привод. И это тоже интересный момент. Nissan делает шаг не только в сторону системы Vehicle to Load, но и Vehicle to Grid. То есть, если ваш Leaf полностью заряжен, можно вернуть часть электроэнергии обратно в сеть, а потом зарядить автомобиль ночью, когда тарифы и нагрузка ниже. Довольно любопытная идея, правда? Вот ключ, ничего особенного, классический брелок Nissan. Разумеется, есть бесключевой доступ. Подходите к машине, она сама открывается, ручка выезжает. Кстати, сама ручка ощущается добротно. Звук закрывания двери тоже приятный, плотный. Есть небольшие вибрации в конструкции, но в целом уплотнители выполнены качественно. Материалы внутри двери мягкие и приятные на ощупь. Мне нравится, как выглядит вот эта белая тканевая вставка. Симпатично и свежо. Черная часть панели тоже с подкладкой, а подлокотник очень мягкий. А как вам этот сине-фиолетовый оттенок салона? Мне лично зашел. Плюс приятная подсветка. И здорово, что для регулировки зеркал и стекол оставили физические кнопки. По обивке сидений есть разные варианты тканей и цветов. Вот этот белый кожзам выглядит дорого, но, конечно, поддерживать чистоту будет непросто. Опциональная аудиосистема Bose звучит классно. Если любите музыку, я бы точно взял ее. И приятно, что настройки сидений электрические, а не ручные. В целом, интерьер нового Leaf производит очень приятное впечатление. Материалы и цвета, которые мы видели на дверях, плавно переходят на панель приборов. Правда, подсветка не совсем совпадает по линиям. Ну да ладно. Мне нравится этот мягкий белый текстиль сверху, а темно-синяя часть ниже уже более жесткая. Но выглядит эффектно, с таким террасным переходом уровней.
Внизу бардачок с плавным открыванием. Хотя без ворсовой или резиновой отделки просто пластик. Экраны здесь действительно отличные. Яркие, четкие, с сочной картинкой. В этой версии топовая конфигурация с двумя экранами на 14,3 дюйма. Мне нравится, что они не торчат отдельно, а аккуратно вписаны в панель. В базе, кстати, ставятся два экрана по 12,3 дюйма. Мой рост примерно 1,73 м. И вот моя рабочая посадка. Как видите, свободного места над головой хватает. В основном благодаря фиксированной панорамной стеклянной крыше. Это вообще популярный ход у современных электромобилей. И обзорность отличная, и центр тяжести ниже. Разумеется, стекло имеет шумо- и теплоизоляцию. Вы можете спросить: «Эй, Джей, а как затемнить крышу, когда солнце шпарит?» И вот тут классная фишка. Используется электрохромная технология. Можно сделать стекло непрозрачным или прозрачным. И работает это буквально за секунду. А еще в стекле даже встроен логотип Leaf. Не супер новинка, но здорово, что такие технологии доходят до массового сегмента. Руль двухспицевый с кучей кнопок, и это хорошо. Справа активация голосового управления, рядом кнопки навигации по меню. Посмотрите на этот маленький ролик-скроллер. Он немного под углом, но именно поэтому удобно крутить. Естественно, ложится под палец. Есть и подрулевые лепестки для изменения уровня рекуперативного торможения. Слева находится клавиша ассистента, включая ProPilot Assist. Проверим его позже на ходу. Также есть ограничитель скорости, который лично я часто использую в городе. Второй 14,3-дюймовый дисплей выглядит круто. Почти без швов, объединен с центральным экраном. Второй дисплей на 14,3 дюйма выглядит круто. Почти без швов, объединен с центральным экраном, хотя тонкая рамка все же есть. На нем можно вывести разную информацию: заряд, запас хода, показатели мощности, работу ProPilot, даже визуализацию того, что видит сам автомобиль. Посмотрим на это подробнее во время езды. Есть и проекционный дисплей. Физических кнопок почти нет. Но под экранами есть сенсорный блок климат-контроля. Да, не идеал, но хотя бы он постоянно доступен и подсвечивается. Можно включить обогрев сидений, а маленькая полочка-упор позволяет удобно положить ладонь во время управления. Мелочь и приятно. Переключение режимов движения крупными кнопками. Паркинг, реверс, нейтраль, драйв. Никакого рычага здесь нет. Рядом кнопки выбора режима вождения и фирменная E-Pedal для езды одной педалью. В центральной консоли хорошие возможности для хранения. Пара подстаканников, несколько портов USB-C, индукционная зарядка для смартфона без охлаждения и небольшой бокс под подлокотником. Система работает на Android Automotive со встроенными сервисами Google. Подключайте свой Google аккаунт, и у вас сразу привычные приложения, включая Google Maps как основную навигацию. Интересно, что она интегрирована с ProPilot и всей инфраструктурой Nissan. Например, при планировании маршрута система сразу показывает, где зарядиться, и предварительно подогревает батарею, чтобы к моменту прибытия на станцию она была в оптимальной температуре для зарядки. Не революция, но реализована очень грамотно. Конечно, есть и ассистент Google. Окей, Google. Построй маршрут до Гейдельберга, Германия. Навигация до Гейдельберга запущена. Вот, пожалуйста, примерно 9,5 часов пути, несколько зарядок по дороге. Система сама рассчитывает, где остановиться, предварительно подогреет батарею и даже перенаправит вас, если станция занята. Очень умно. И добавляет уверенность на дальних поездках. Интерфейс красивый, анимация плавная, отклик быстрый. Можно выводить виджет,
музыку, карту, статус батареи. Во время зарядки можно и поиграть. Встроенные небольшие видеоигры. Удобно, что можно положить руку на полочку, но главное, случайно не нажмите климат-контроль. Если игры в машине не ваши, всегда можно посмотреть наш канал на YouTube. И да, хоть это и Android-система, Apple CarPlay здесь тоже поддерживается. Даже Apple Maps можно вывести прямо на приборку. Итак, каково это? Сидеть сзади в новом Nissan Leaf. Мой рост 1,73 м. Переднее сиденье выставлено под мой обычный стиль вождения, и даже пассажирское, примерно так, как я бы сам сидел. Сажусь сам за собой и в целом помещаюсь. Есть немного пространства для коленей, ноги можно просунуть под переднее кресло, а если чуть приподнять подушку, становится даже удобнее. Места над головой впритык, но хватает. Если вы повыше, скажем, около 1,85 м, как Томас, честно говоря, сзади уже будет тесновато. Жаль, что панорамная крыша не продолжается над задними сиденьями, как, например, в Polestar. Так что от нее толку немного. Света и простора добавляет мало. Зато дверные панели выполнены приятно. Мягкий подлокотник, тот же белый текстиль, что и спереди. Но подсветки сзади, увы, нет. Есть воздуховоды, порты USB-C и даже кармашки на спинках сидений. Мелочь, а удобно. Для детских кресел предусмотрены крепления Isofix на крайних местах. Но, честно говоря, заглушки креплений такие себе. Тонкие пластиковые клапаны и велик шанс, что они просто потеряются. Зато центральный подлокотник приятный, мягкий, с парой подстаканников. И поскольку это электромобиль, здесь нет тоннелей трансмиссии, так что пол абсолютно ровный, а блок с воздуховодами не мешает ногам. Сидеть по центру можно, хотя колени чуть приподняты и поддержка бедер не идеальная. Но не то место, где хочется ехать часами. Тут у нас стоит опциональная электроприводная крышка багажника, как раз в этой версии. Объем багажника 437 литров. А как это выглядит в действительности? Вот 3 дорожные чемодана, и они спокойно помещаются внутрь без возни. Если все это вынуть, посмотрите, перегородку можно поднять, и получается 2 уровня. Например, можно отделить продукты с одной стороны и положить другие вещи с другой, чтобы ничего не каталось и не билось по дороге. Можно и опустить пол целиком. Тогда получаете больше объема. Есть и маленькие ниши по бокам, удобные крючки и подсветка. И мне нравится вот этот ремешок-фиксатор. Мелочь, но продуманная. А вот чего не хватает, потянуть спинку заднего ряда из багажника нельзя. Приходится обходить сбоку. Да и фиксаторы немного тугие. Сиденье складывается резко, так что пальцы лучше держать подальше. Вот уберем эти бутылки. И теперь видно. Полностью ровная, широкая грузовая площадка. Удобно для перевозки чего угодно. А есть ли франк, то есть багажник спереди? Как вы уже догадались, нет, под капотом только техника. Ну что ж, посмотрим, как Leaf ведет себя на дороге. Начинаем в городе и, честно говоря, это его естественная среда обитания. Мы в прекрасном Копенгагене, и да, это не микро, но при этом автомобиль вполне семейный. Так что позже мы выйдем и на трассу, чтобы проверить, как он чувствует себя там. А пока город. Я включил ограничитель скорости, и вот камера распознала знак. 50 км в час. Можно задать этот предел вручную, и система подскажет, если вдруг решили прибавить. Хорошая страховка от штрафов, согласны? Если удерживать лепесток за рулем, включается автоматический режим рекуперации.
Теперь автомобиль сам анализирует навигацию, движение вокруг и регулирует рекуперативное торможение автоматически. То есть, если впереди круговое движение или перекресток, я отпускаю педаль акселератора, и лифт плавно сам замедляется. То же самое, если впереди машина. Он начинает притормаживать сам, а не просто выставляет один фиксированный уровень рекуперации. Система постоянно подстраивается, чтобы все происходило максимально комфортно и предсказуемо. Мне нравится, реально продумано. В салоне очень тихо. На этих городских скоростях около 50 км в час не слышно ни шин, ни ветра, ни даже стройки где-то неподалеку. Шумоизоляция на малых скоростях отличная. Подвеска тоже приятно удивила. Мелкие выбоины и стыки почти не ощущаются, в салон они не пробиваются. Сиденья комфортные, есть достаточно регулировок, хотя по ширине не самые просторные. Если будет возможность, обязательно прокатитесь подольше, чтобы понять, подходит ли вам эргономика. Обзор вперед хороший, по бокам тоже вполне нормальный. А вот назад не идеальный. И это в принципе ожидаемо. У таких купеобразных электромобилей заднее стекло всегда дает немного ограниченный обзор. Как Nissan Leaf ведет себя на трассе? Начнем с системы ProPilot с Nav-Link Assist. Звучит громко, но по сути все довольно просто. Активирую ее здесь, выставляю нужную скорость, и дальше система сама удерживает автомобиль в полосе, держит безопасную дистанцию до впереди идущей машины, распознает дорожные знаки и может автоматически подстраивать скорость под ограничение. Поскольку она связана с навигацией, она также знает, когда я приближаюсь к съезду, и заранее сбавляет ход. То же самое перед круговыми или при подготовке к зарядке, чтобы аккумулятор был в оптимальной температуре к моменту прибытия. Вот сейчас мы выезжаем из зоны с ограничением 80. Система распознала знак 110 км в час, и одним нажатием я переключаюсь на новый лимит. На экране видно, что видит сам автомобиль. Машины спереди, сбоку все отображается. Похожий интерфейс можно встретить и у других брендов. Конечно, Tesla первой сделала такую визуализацию. И даже Volkswagen Travel Assist показывает чуть подробнее. Но в реальной езде все работает достаточно уверенно. Машина держится по центру полосы, не плавает и не ерзает между разметкой. Дистанцию выдерживает ровную, и это действительно добавляет комфорта на дальних поездках. По шуму тоже все неплохо. На скорости слышно немного ветра, но шум от шин минимальный. Так что ехать спокойно можно часами. А вот сиденье на дальняк не идеальны. Основание чуть коротковато, и если вы повыше, может не хватать поддержки бедер. Так что я бы рекомендовал, если думаете о долгих поездках, обязательно сделайте длинный тест-драйв. В остальном же с включенным ProPilot Assist, Leaf позволяет спокойно и комфортно путешествовать на дальние расстояния. Посмотрим, как Leaf чувствует себя за городом. Я начинаю в маленькой деревушке, отличное место, чтобы проверить, насколько он маневренный и удобный в повседневке. Обзорность впереди хорошая. Спокойно выезжаю на главную дорогу. Руль легкий и радиус разворота тоже вполне приличный. Подвеска ощущается, я бы сказал, по-европейски.
Чуть жестче, чем, например, у японских или американских моделей. Вот люк на дороге, да, чувствуется, но не жестко. Просто плотно собранная подвеска. Зато благодаря компактным габаритам Лиф отлично чувствует себя на узких загородных улочках. С ним легко ставишь машину именно туда, куда хочешь. Опять включая ограничитель скорости, ставлю лимит под местные правила, и можно ехать спокойно, не думая о штрафах. И pedal режим включен. Торможение и рекуперация сильное, но до полной остановки он не доводит. Если удержать педаль дольше, включается автоматический режим рекуперации. Машина сама подстраивается, видит впереди автомобиль или поворот и сбрасывает скорость. То есть здесь не полноценное управление одной педалью, но все равно очень удобно. Обзор вперед и по бокам отличный. А вот назад опять немного ограничен из-за покатой линии крыши. Окно небольшое по высоте. Типично для таких купеобразных электромобилей. Теперь немного извилистых дорог. Жмем педаль. Передний привод 217 лошадиных. Жмем педаль. Передний привод 217 лошадиных сил. Момент мгновенный, как у любого электромобиля. Но все-таки при резком старте ощущается, что тягу не всегда удается реализовать полностью. Скажем, со скоростью 20 км в час ускоряется скорее спокойно, для электрокара умеренно. На трассе или при обгоне мощности хватает. Но в целом динамика сдержанная. Переключаясь в режим D, спорт, да, отклик на педали стал чуть резче. Но в целом это не Tesla Model Y Performance. И ждать от него спортивного темперамента не стоит. Нашел пару поворотистых участков. Проверим, как лифт держится. Нашел пару поворотистых участков. Проверим, как лифт держится. Да, ускорение не острое, но руль приятно нагружен. На загородных скоростях около 80 км в час появляется нужная тяжесть. Разница между стандартным и спорт-режимом минимальная. Но чувствуется чуть-чуть. Все-таки характер этой машины не спортивный. И это нормально. Может, когда-нибудь выйдет версия Nismo, посмотрим. Зато низкий центр тяжести за счет батареи и невысокий кузов дают уверенную устойчивость на таких извилистых дорогах. Лиф ощущается не спортивным, но сбалансированным и предсказуемым. А это, пожалуй, самое главное для большинства водителей. По итогам сегодняшней поездки расход составил около 16 кВт-часов на 100 км. Это, честно говоря, довольно немало. Если поездить подольше и спокойнее, показатель, думаю, можно чуть улучшить, но в целом ничего выдающегося по экономичности. Теперь о цене. В Германии базовая версия стоит чуть меньше 37 тысяч евро, но, скорее всего, вы захотите добавить пару опций, и тогда с полным набором плюшек цена выйдет примерно к 45 тысячам евро. В США диапазон немного ниже, от 30 до 40 тысяч долларов, и там, я бы сказал, соотношение цена-начинка выглядит разумней. А вы как считаете? Напишите в комментариях, оправдана ли цена за такой электромобиль. И заодно загляните в наши другие обзоры. У Leaf хватает сильных конкурентов, так что интересно узнать, какой из них выбрали бы вы.